отдельные ветви, как мы уже с вами упоминали. Again, legislative, executive, and judicial in the United States and in most other democracies. К примеру, в большинстве демократических государств это законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. And at least in the United States, as well as other places, there's also a vertical compartmentalization. И нередко бывает так, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах и в других государствах, что помимо вот этой горизонтального разделения существует также вертикальное деление. Again, looking at the United States as an example, we have municipal governments, state governments, as well as then the national government. Поэтому это включает в себя городскую, областную и национальную. Now, of course, that's a lot of governments to tax you, right? И, ну, представьте себе, что для того, чтобы эту машину кормить, нужно достаточно собирать налогов. But if the governments stay within their realm of responsibility, then they're very efficient and very good. Но если эти власти, скажем так, занимаются своим делом, то они идут на пользу населению. For instance, I am very fond of my local government because if I have a police matter, I call them, they send the police. If there's a fire, they send the fire department, and they pick up my garbage every Friday. Поэтому, например, я выступаю в поддержку своей местной власти, потому что я знаю, что если какая-то проблема будет в районе, я могу поднять трубку, позвонить в полицию, и полиция приедет. Я знаю, что если я буду платить налоги и поддерживать власть, то мусор, который у меня накапливается каждую неделю, за ним будут приезжать и забирать. Yeah, picking up garbage is a big deal for me. I don't want to take it to the dump. Ну, потому что я, например, не хочу сам, знаете, в свою машину складывать все отходы, которые накопились за неделю, и везти на какой-то свалку. All right, so they handle that responsibility. Then at a higher level, there's the state government, which is responsible for state roads, as well as providing things that can better be done on a state level rather than a local or municipal level. Поэтому, ну, на этом муниципальном уровне решаются вот вопросы такого местного характера. Вопросы областного характера или вопросы, связанные со штатами, решаются на следующем уровне, там вопросы дорог между штатами и так далее. And then on the national government, there are certain powers that are best over there. И определенной властью пользуется национальное правительство. The national government is by far the best place to have the defense of Ukraine and the United States. И поэтому в его полномочия входят вопросы защиты всего государства. It deals with foreign affairs. И также формирование внешней политики. For instance, my state of Virginia, например, я живу в штате Вирджиния. Should not be entering into a treaty with Belarus that might be against the state of Maryland. Например, штат Вирджиния никогда не заключит какой-то военно-политический альянс с Белоруссией, потому что вдруг штат Мэриленд, наоборот, против этого. Yeah, the state of Vermont should not be entering into a treaty pact with Canada against the next state over, which happens to be New Hampshire. И поэтому в полномочия, например, штата Вермонт не входит формирование какого-то союза для того, чтобы вместе на более маленький бедный такой штат Нью-Хэмпшир сговориться и нанести ему какой-то ущерб. Again, if you have this horizontal separation of powers as well as the vertical separation of powers, you have the ability for more freedom because you have more checks and balances. Поэтому, когда существует как вот это горизонтальное разделение власти, так и вертикальное разделение власти, существует больше вот этих сдержек и противовесов, а соответственно больше свободы. Now, who's the enforcement mechanism for all these separations? Хорошо, кто должен следить за тем, чтобы существовало все это разделение власти? And the best one to enforce this is the judiciary, which hears court cases. Судебная власть. Судьи должны следить за тем, чтобы та или иная власть не совала свой нос, не свое дело. But the judiciary must be independent. Для этого судьи должны быть независимыми. There should be selection by merit. Они должны избираться на соответствующих основаниях. They should be independent. In other words, serve for a certain number of years and can't be immediately replaced. Они должны быть независимыми в том, что вот у них есть срок, на который они не назначены, и если кому-то не понравится какое-то их решение, это не значит, что их можно мгновенно устранить. And they should have the power to determine what is constitutional and what is not constitutional, and have the other branches of government obey it.
И поэтому они должны принимать решения в отношении того, что соответствует Конституции, что не соответствует Конституции, и другие ветви власти должны соблюдать их решения. So an independent judiciary is very important for the checks and balances to work. Поэтому наличие независимых судов или судей очень важно для поддержания вот этой системы сдержек и противовесов. Again, this division promotes liberty by preventing the accumulation of total power in any single institution. И поэтому вот это разделение власти, оно предотвращает накопление абсолютной власти одним человеком или органом власти. Which sets up a form of competitive interdependence within the government. И поэтому, если на следующий слайд мы посмотрим с вами, это способствует тому, что внутри правительства существует вот эта конкурирующая, но в то же самое время взаимосвязь. And the separation of the judiciary from the other government institutions is particularly important. И поэтому отделение юридической или судебной власти от других ветвей очень важно. It allocates the application of law to an independent judiciary, which ensures the legal institution is available to check the legality of government elections. Поэтому мы говорим о наделении независимых судей властью применения закона, что обеспечивает всецело законный институт правом контролировать законность других действий, других правительственных действий. Oftentimes, this is inefficient. Зачастую так не бывает. Yeah, what I'm telling you is when you have freedom Когда есть свобода, of people that disagree with each other, и люди не согласны друг с другом, oftentimes no action is taken. бывает так, что вообще никаких действий не предпринимают. But that's okay. Но это не трагедия. Let me give you an example of what's going on in the United States today. Позвольте вам привести пример на основании того, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. President Obama is threatening right now to issue an executive order На данный момент президент Обама угрожает исполнительным указом, which changes the immigration laws into the United States. который изменит законы иммиграции в Соединенных Штатах Америки. That's not his job. Это не его дело. The president, according to the Constitution, is to execute the laws. Согласно Конституции, президент относится к исполнительной ветви власти, он исполняет законы. It is Congress's job to create those laws. Конгресс является законодательной ветвью власти. So Congress has created certain laws with respect to immigration, Поэтому Конгресс сформировал определенные законы в отношении иммиграции. and his job is to execute what Congress has passed. Задача президента, как представителя исполнительной власти, следить за тем, что эти законы исполняются. Now, the President Obama is upset with Congress now Очевидно, что президенту Обаме не очень нравятся те законы, которые сформировал Конгресс. because although the President, as well as many of the people that support him, want immigration reform, Потому что, несмотря на то, что президент и многие люди, которые поддерживают президента, желают увидеть реформу в иммиграции, Congress has not agreed. Конгресс не соглашается на это. Congress is okay with the laws as they presently exist. Конгресс устраивает те законы, которые существуют на данный момент. So the President trying to do something that he's not authorized to do Поэтому президент пытается сделать то, что не входит в его полномочия. is being stymied by Congress and is frustrated because of it. И ему мешает Конгресс, и поэтому, скажем так, у президента портится настроение. That's the inefficiency of the American government. И от этого испорченного настроения президента страдает народ, потому что государство не, скажем так, функционирует согласно тому, для чего оно было создано. But now all of a sudden you have the President, because of this inefficiency, is going to take action unilaterally. Теперь президент решил, что мне не нужен Конгресс, я издам исполнительный указ. That is unconstitutional and should be struck down in court. Но это не конституционно, и суд должен отменить его. Again, everybody's supposed to have their place in these checks and balances here. Поэтому вот для чего нужна эта система сдержек и противовесов. And the President's trying to upset that balance, and he should be struck down by Congress. И поэтому президент пытается использовать свой собственный вес для того, чтобы перевесить эту систему, но Конгресс должен сдержать его. This, of course, is not the first time he did it, and that's why the election result was as it was. И поэтому это не первый раз, почему так произошло, поэтому если вы следите за
тем, что происходит в выборах в Конгресс, то сторонники президента, они потерпели поражение. Now the opposing power, the Republicans, now dominating Congress. Большинство теперь принадлежит республиканской партии. So now things are going to become even more inefficient. Поэтому от этого еще больше люди пострадают, потому что правительство будет еще менее эффективно работать. But that's okay. Но это не трагедия. Because when you have government that's stymied and you need more of a consensus to move forward, that means that the status quo exists and you continue to have liberty. Потому что в такой ситуации, несмотря на то, что есть вот эти трения между определенными ветвями власти, в то же самое время это не значит, что кто-то обладает абсолютной властью и лишает нас полностью всех свобод. The most dangerous times are when the president and Congress are all of the same party, and then all of a sudden they can pass laws that the country really doesn't agree to. Мне кажется, было бы хуже, если бы Конгресс, президент и все остальные были из одной партии и принимали законы все в согласии, которые никому не нужны. Okay, summary. Итак, давайте подведем итог. Political liberty allows individuals to determine the rules under which they live. Политическая свобода позволяет гражданам определять правила, согласно которым они будут жить. Legal liberty allows individuals to do whatever they wish with the knowledge of and consistent with these rules. Правовая свобода позволяет гражданам действовать в соответствии с этими правилами. And then personal liberty ensures that individuals the minimum degree of autonomy they're required to be what they want to be. Личная свобода наделяет граждан необходимой степенью автономии, чтобы быть кем им захочется. None of these liberties, however, certainly is absolute. Однако ни одна из этих свобод не является абсолютной. All right. Well, I think I've already talked about this a little bit.